Может, короткая или хорошо? Привет, дорогие друзья! Спасибо вам, что вы посетили мой канал. Я покажу вам все наши дела в выходные дни, то, чем мы занимаемся на даче. Погода была прохладная сразу в пятницу, и мы топим печь сразу утречком, потому что у нас дверь открыта, мы ходим туда-сюда, наши котики ходят туда-сюда. И для того, чтобы не было сыра, мы протапливаем. В сегодняшнем видео вас ожидает посадка бузины. Я буду рассказывать об этом растении, а также я буду показывать, как нам подводят электростолбы. Грею кашу на плите. Это очень удобно, не надо включать плиту электрическую, что, в общем-то, и экономит электроэнергию, да и это, в общем-то, очень просто и удобно. Друзья, сижу на шезлонге возле комодика. Я его шкурила сейчас. Шпаклевкой по дереву, вернее, шпаклевала. Потом нужно будет еще раз через сутки зашкурить, а потом уже красить. Сейчас покажу вам. Вот, я зашпаклевала дырочки. Это дырочки, это сучки, когда-то вывалили сучочки. Вот здесь вот, да, видно. Вот как же без картошечки на завтрак. Так, мы решили проделать дырочку в этом деревянном приспособлении. Это такое приспособление, напоминающее молоток. Это и есть деревянный молоток. Параллельно вот так. Сейчас. Так, ну что, ровненько держать надо, да? Да, нажимать? Параллельно, только ровненько все держи, давай, нажимай. Сильнее. Твердое какое-то дерево, да? Покажи. Угу. Что это? Ага. Воду для чая мы фильтруем. Вода к нам попадает через скважину, которую мы сделали сразу, как только купили этот дом, на следующий сезон буквально. Потому что ходить в колонку за водой – это очень неудобно. Тяжело ведра таскать и далековато. Ну а вот теперь у нас скважина, и мы довольны. Но все-таки ее нужно фильтровать, водичку. С утра хоть и светило солнышко, но нагрянули тучки и пошел дождик, который затянулся буквально до середины дня. Вот немножко помешало нашей работе. Мы планируем сегодня многое успеть. Да, вот я как раз показываю, какое было солнечное утро, обманчиво, да, и потом набежали тучки. Вот, и получается, дождик, конечно, и неплохо, потому что не надо будет поливать огород. Но сегодня у меня посадка бузины. Я приобрела на Wildberries растение, бузину черную, и хочу его посадить у себя на участке. Я узнала про бузину
то, что она является лекарственным растением. Лекарственным являются цветки, соцветия. И тоже можно использовать и ягоды. Ягоды и цветы можно высушивать. О способах высушивания и использования я прочитала в книге, которая называется «Лекарственные растения, лесные лекарственные растения». Эта книжка у меня досталась от предыдущих хозяев домика, который мы купили и называем его сейчас гостевым. Еще из интересных событий пятницы – это возле нашего дома устанавливают столбы для того, чтобы усилить электролинию по нашей деревне. И, возможно, в скором времени мы надеемся, что у нас будет электрический обогрев. Мы стали на очередь. Кузя наблюдает за происходящими установками столбов. Он боится даже на улицу выйти, он не любит шума. Вот. Ну и здесь вот у нас уже со второй стороны поставили столб. У нас получается на нашем участке близлежащий один соседний столб, который не прямо напротив участка, и два напротив наших участков столба. Но это хорошо с той точки зрения, что, во-первых, будет освещена территория, вот, ну и да, и это усиление электричества получается, электроподачи для того, чтобы оснастить деревню электричеством, и по возможности дома, кто захочет, может использовать электрический обогрев. Котики будет обычно меня довольно рано. Получается, уже солнышко, конечно, встало, это может быть не совсем рано, но все-таки они не дают мне спать позже, потому что я, в общем-то, по натуре сова, я могу позже ложиться и позже спать, но они мне приучают меня к режиму сна и отдыха. Сейчас я вам здесь показываю, демонстрирую свою любимую кастрюльку. Это украинская кастрюлька, я ее купила года 4 назад, еще когда были поставки, уже, наверное, последних вот этих вот эмалевых кастрюлек, эмалированных. И очень довольна. Во-первых, она зеленого цвета, я люблю зеленый цвет, и вот такой красивый цветок на нем изображен. Она нарисован. Надеюсь, что это даже ручная какая-то роспись. У меня жареная рыбка линь сегодня на завтрак. Линь, да, выловлена в нашей реке. Вот. А здесь уже кадры зашедшего солнца, заходящего вот розовое небо и полнолуние. Очень красиво. Так красиво, что я даже решила пройтись. Теплая ночь конца июля, и освещается тропинка. Даже без фонарей. Так ярко светит луна. Это просто волшебное какое-то... волшебная красота, можно сказать, освещается территория моего сада, так загадочно, так интересно, красиво. Ну вот на следующий день мы собрались своим семейством уже. Здесь я уже говорила, что я хочу посадить бузину. Сегодня у меня в планах. Потом мы будем косить этот наш соседний участок нашего гостевого дома. А я занялась... Мне нужно навести порядок в буфете на кухне. И развешиваю я полотенца льняные, свой фартук, который я недавно украшала красивым кружевом. Можете посмотреть предыдущее мое видео, как я этим занималась. Ну и вот начну я, конечно, здесь с уборки, разбора шкафа своего буфетика. Если время от времени не заниматься этим, получается, что накапливаются какие-то пакетики, какие-то коробочки, какие-то
упаковки чая. Ну и нужно это все сортировать, чтобы был порядок. Вот я нашла, например, пакетик дрожжей, он уже просроченный пакетик, его лучше выбросить. И я принялась здесь организовывать все в буфете. Вот мои кружки гжель любимые. Я поставлю ближе к центру все, чем мы пользуемся. Сейчас жарко, поэтому здесь у меня ближе к центру стаканчики. А вот всякие коробки с печеньем и хлебцы можно убрать ниже в буфет. Чай, кофе с левой стороны. Я приучила, ну, вернее, не то, что приучила, но стараюсь держать на одном месте, потому что муж забывает, он все время спрашивает, где чай, где кофе. Вот, и я стараюсь держать кофе тоже на уровне глаз. Ничего не поделаешь, может быть, даже и не очень это красиво. Вот я нашла в стакане засушенный зверобой, и, возможно, это еще прошлого года. Он не испортился, но нужно его использовать, потому что стакан нужен для других целей. Вот, друзья, такие мои преобразования сегодня. Да, освобожу стаканчик, переложу в другой стаканчик, которым я не пользуюсь, но тоже он у меня на виду. А вот это я демонстрирую варенье из груш. В этом году урожай на груши, они падают, их клюют птицы. Вы увидите, я кусочек показывала, как ворона склевывает груши, а Кузя, мой котик, завороженно смотрит на этот процесс. И я обратила внимание и удивилась, что он так долго смотрит в одну точку. Потом подняла голову и увидела, что там, оказывается, ворона склевывает наши грушки, самые крупные, самые красивые. Я также сушу яблочки. Здесь кусочек в конце видео тоже будет про то, каким способом я его сушу. Ну вот, кажется, уже чай я весь рассортировала. А вот это у меня чай пакетированный, подарочный. Он с ароматизатором, но это хорошего качества чай. Хорошо пахнет, кстати, приятно. Я его тоже буду использовать. Иногда я чаще всего использую рассыпной китайский, и если я найду чай не китайский, а тайваньский, то мне, можно сказать, повезло. Но пока у меня китайский чай, потому что разбирают летом. Я все время прошу мужа привозить мне этот чай. Он уже знает. Улун, зеленый чай, мой любимый. А здесь я вешу кружечки гжелевские, которыми мы пользуемся. Это кружка мужа, именная, на ней так и написано Сергей. Вот. Ну, а вот это мы уже вышли на территорию нашего второго участка. Мы любим, что называется, выходить сюда на прогулку, особенно после того, как муж покосил. Здесь так просторно, свободно. Может, короткая? Мы просто гуляем. Некоторые гуляют на речку, ходят загорать, а мы гуляем по нашему саду. Вот яблоньки в этом году, настолько много яблок, что их нужно подпирать, потому что они гнутся буквально до земли. Яблоньки старые могут обломаться. Муж меня даже предупредил, сказал: ты не ходи под большой яблоней, потому что сок может треснуть, сломаться и упасть. Ну вот мы определяем место, где мы посадим бузину. Ее нужно посадить где-то в углу. А вот это ветки, вернее не ветки, а большие стволы другого сорта бузины, которая у нас здесь в большом количестве произрастала и сейчас произрастает. Вот какая яблонька, тоненькая, худенькая, стройненькая молодая яблонька, но на ней столько яблок в этом году. Она очень красивая, и мы тоже поставили подпорки. Нужно выкопать яму 50 на 60. После дождя на следующий день стало снова очень жарко, и мы делаем сквозняки в доме, открываем все окна.
у нас сетки на окнах, поэтому мы не боимся, что залетят насекомые через окна. Ко мне все время залетают бабочки. Я их ловлю. Ловлю. Желательно ловить на окошке. Так проще поймать рукой. Вот и поймала. Сегодня заметила, что у меня засохла ветка яблони. Да, нужно шланг положить под яблоньку на груши. Я боялась, что будет мало груш, но урожай все-таки есть. Несмотря на то, что она болеет, она сломана, она пополам разломалась. Вот сейчас пойду обойду сад, посмотрю, все ли в порядке. Какой красивый солнечный день. Солнце заливает окна. Я сделала такую двойную из гординки шторку вечернюю. Никак не могу придумать, как мне лучше оформить мое окошко, и в то же время, чтобы со стороны улицы у нас там не доделан забор, чтобы мне было как-то спокойнее, что туда никто не зашел и в мое окошко не смотрит ночью. Так, пока не доделаны откосы. Я купила лак, чтобы покрыть бревна лаком. Вот. И параллельно буду покрывать балясины на комоде тоже лаком. Мои корзинки, моя коллекция корзинок. Вот эти 3 корзинки я покупала у одной женщины, и я жалею, что я у нее не купила все, что у нее там было. Вот у нее там была хлебница. Вот, ну хлебница поскольку, а вот корзинки, вот эти 3 корзинки мне очень понравились. Мы в прошлом году переделали электрику. Вот, может быть, можно здесь более аккуратно сделать, но зато безопасно, потому что у нас здесь были вообще старые провода, старая проводка, и это было опасно. Вот. Хочу поменять тоже шторки, более летние. Здесь висит липучка для мух, как видите. Ну что такое деревенское приспособление, куда денешься, да? Мой лайфхак, может быть, не совсем мой, может быть, многие так делают. Сушить на солнышке яблоки, чтобы не садились осы и мухи. Вот как она сюда пробралась, да? Но если бы я не накрыла, здесь было бы уже просто столпотворение. Лучше всего вот такая хлопчатобумажная картинка старенькая у меня. Я сушу травы. Здесь зверобой, иван-чай, душица. Вот все полезное, все мне нужное. Даник улегся в тенечек, потому что стол стоит по центру лужайки и создает ему тенечек. К тому же здесь очень мягкая травка. Здесь когда-то мы садили газонную траву. И вот он наслаждается таким отдыхом на траве. Но заодно умывается. Всех благодарю за то, что провели это время со мной. Уделили мне внимание, свое время. Желаю вам хорошей недели и до скорой встречи. Берегите себя.